Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. Точнее, друзья, не в описании, а в комментариях. У меня раньше были ссылки в описании, теперь они в комментариях. Зайдите, пожалуйста, посмотрите. Там ссылка на Boosty, на мой второй закрытый канал. Можете перейти по QR-коду, либо по ссылке. Там все те темы, все те расклады, шок-контент, которого нет здесь и не будет на YouTube-канале. Потому что YouTube это может просто-напросто заблокировать. Я также хочу поблагодарить всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Boosty. Мы благодарим вас, друзья, потому что благодаря вам наш контент развивается. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Также у нас есть обрядовые свечи, которые мы делаем своими руками, личные расклады, консультации мои личные, и также обряды, которые я делаю для вас на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения и на здоровье. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне за личными консультациями, раскладами, обрядами и обрядовыми свечами в личку. Если не нашли мою личку, пожалуйста, пишите мне комментарий под любым видео, я обязательно его найду и вам отвечу. С нами сегодня карты «Триумф Луны» Патрика Валенса. Видит Бог, я уже 6-й раз пытаюсь записать это интервью Такера Карлсона и Владимира Путина, потому что карты прямо не хотят работать с их энергетикой, это невероятно сложно просто, друзья мои, поэтому у меня немножко севший голос, я немного уставшая, но мы сейчас с вами все сделаем, потому что русские, как говорится, не сдаются. Итак, интервью, так называемый спектакль Такера Карлсона и Владимира Путина. Мы сегодня с вами обсудим, почему Такер приехал в Москву, для чего это было нужно, является ли он самостоятельной фигурой и что будет самое главное в России и в мире после этого интервью. Является ли он обратной точкой отсчета для какого-то события, которое будет в мире. Посмотрим. Первый вопрос, который вы мне задавали, это характеристика личности Такера Карлсона. Давайте узнаем, что это за человек. Характеристика личности Такера Карлсона. Вам было интересно, является ли он самостоятельной фигурой, его личной инициативой, или это была посетить Москву и Путина. А сейчас все узнаем. Такер Карлсон, покажи нам, пожалуйста, себя. Что ты за личность такая? Такер Карлсон. Характеристика личности. Что это за личность? Такер Карлсон, что ты за личность такая, что ты за человек такой? Луна, работает на глобалистов, спит его разум, спит его душа, душу он давно продал, темный договор заключил уже давным-давно, и я даже не могу посмотреть его характеристику личности уже который раз не дается мне эта характеристика личности, думаю, либо я дурочка, да, либо сами не едут, непонятно, что тут происходит, но здесь у человека полностью затуманен разум, человек уже не является тем человеком, каким был от рождения. Душа ему больше не принадлежит, он спит, посмотрите внимание, да, он находится в матрице, как мы с вами все, и им управляют глобалисты, сверху Луна говорит ему, что делать. Зеленый такой человечек, да, пешка на шахматной доске, фигура является очень творческой, да, журналист, телеведущий все-таки, да, не зря, кстати, его уволили со всех проектов и оставили ему только YouTube-канал. Это все к тому, что глобалисты хотели показать тем самым, что Такер такой же, как вы, человек обычный, просто безумно богатый, невероятно богатый, да, миллиардер или мультимиллиардер, там, да. Сейчас дело не в зависти к деньгам, а сейчас дело в том, что деньги не просто так такие достаются, да, в нашем мире, и ресурсы все уже поделены по теории золотого миллиарда. Поэтому данный человек, естественно, не принадлежит сам себе, естественно, на нем уже программа МК Ультра давным-давно висит, и, конечно же, это не он проявил инициативу приехать к Путину, а те, кто это интервью запланировал. Те – это глобалисты. Вы же понимаете, о чем речь, да? Поэтому задавать вопросы, сам или не сам он захотел приехать, сам или не сам он захотел взять интервью у Путина, это глупо. Я думаю, мы их задавать не будем. Я думаю, что мы сейчас посмотрим цели этого интервью. Это была характеристика личности, которую я так и не смогла раскопать, потому что человек не является тем человеком, каким мы с вами являемся, да? У каждого человека можно выявить характеристику личности, если человек только не под кем-то, жестко не под кем-то, а здесь карта Луна выпала. Цели интервью. Цели интервью Такера Карлсона и Владимира Путина. Цели. Цели интервью. Какие цели у глобалистов в этом интервью Такера Карлсона и Владимира Путина? Что будет после этого интервью? Что они хотели показать этим интервью, да? Поменяется несколько, власть поменяется, да, не только в нашей стране, но и в мире. Несколько человек будет новый король. И не только про Великобританию я сейчас говорю, да, король это такое слово, завуалированное. Новый король, будет новая власть, смена власти.
А люди не захотят этой смены власти. Ну, конечно же, у людей никто не спрашивает. Люди будут отбиваться от этой смены власти. Я не знаю, в какой именно стране, но будут отбиваться. Все по-другому. Карта семьи, карта власти, карта тех людей, кто держит народ в узде. Да, действительно, власть будет меняться. Это самая главная цель. И все останется только в хороших воспоминаниях. Возможно, в Европе сменится власть как минимум 4-5 стран, поменяют своего президента. Не только наша страна. Путин придет к власти, в любом случае его изберут в этот раз, да, потому что там какие-то непонятные кандидаты и Путин. Ну, конечно же, после такого великолепного интервью, хочется сказать, которое сделано специально перед выборами, изберут Путина. Но Путин не досидит до конца 2030 года. Все останется в хороших воспоминаниях, скажем так, если это можно так назвать, да. Тут смена власти грядет, переворот какой-то в стране, в мире, десятка. Перейдем к чему-то новому. Все останется в хороших воспоминаниях. Будет какое-то не очень легкое время в нескольких странах. Это Европа, Евросоюз и Россия. Ну и, естественно, цель показать интервью перед выборами, чтобы точно люди знали, что они избрали именно того президента, которого нужно, да? Показать его добросовестным, честным, достойным кандидатом. Знал ли Владимир Путин заранее вопросы, на которые он отвечал Такеру? Знал ли Владимир Путин заранее вопросы, здравствуйте, на которые он отвечал Такеру? Слушайте, упали, будем смотреть. Ничего не знаю. Карты просто так у меня не падают. Руки у меня вроде пока не крюки, мешаю нормально. Знал ли Путин заранее вопросы? Ступай на собственный хвост. Так вот, да, оставим. Хорошо, друзья мои, да, очень многие вопросы знал, на очень многие отвечал довольно резко, дерзко, что не ожидал аж сам Такер, да, наступал сам себе на хвост, грубо говоря. И здесь какая-то обида даже есть у интервьюера, который брал у него интервью, собственно, у Такера, да, какие-то вопросы, ну, неожиданно аж 2 башни выпало, да, в каких-то вопросах, в каких-то ответах, вернее, на вопросы Путин говорил о глобальных событиях, которые изменят не только нашу страну, но и весь мир. Просто люди без критического мышления, они этого не замечали и просто топят за Путина. Молодец, Путин. Но здесь о каких-то глобальных событиях, которые будут происходить совсем скоро. Завуалированно он об этом говорил, хорошо знал вопросы, и у него были поставлены ответы. Здесь немножко обижался на него интервьюер, хотя тоже знал, какие вопросы, какие ответы будут. Странно, утопал в эмоциях, да, я про Такера говорю. Путин наступал сам себе на хвост, иногда даже как-то нападал пассивно на своего интервьюера. Здесь интервьюер это, конечно же, замечал, подмечал. Да, отвечая на вопрос, знал ли Путин заранее, да, знал, и они даже репетировали. То, что Такер ждал его 2 часа, вряд ли. Говорили о том, что он ждал его там 2 часа и так далее. Нет, это неправда. Шла просто хорошая репетиция. Ну и весь мир театра, люди, актеры, мы тоже актеры, да, театрализованное представление для нас с вами никто не отменял. Представьте, что вы смотрели фильм, а не интервью. Следующий вопрос. Как Такер Карлсон сам относится к России и к Путину? Как Такер относится к России и к Путину? Как Такер относится к России и к Путину? Как Такер относится к России и к Путину? Как к императору положительно он относится, с миром, да? Почему еще с миром? Сейчас я про галстук спрошу, да? На время интервью Такер надел черно-желтый галстук, плюс белая рубашка. Это цвет Российской империи, да, все, я думаю, что знают. Цвет расположения к собеседнику, к своему, кто из России. Так ли это? Или он просто случайно надел этот галстук? Давайте узнаем. Потому что к Путину, к России он относится хорошо, как к величественной стране, как к императору с миром, несмотря на то, что его образ был такой, что якобы он, зачем вы напали на Украину, да, то есть плохой и хороший встретились вместе, но на самом деле все заодно, мы все это прекрасно знаем. Случайно ли или специально Такер Карлсон надел черно-желтый галстук на интервью с Путиным в знак расположения к Российской империи? Случайно ли или специально он надел этот черно-желтый галстук?
Ну, конечно же, это расположение, да, расположение к своему собеседнику. Столько всего он может мне дать, столько всего мне сейчас может дать страна Россия, что я располагаю к своему собеседнику, к своему императору. Ну, конечно, Такер хоть и из другой страны, но из того же теста, хочется сказать, да, а знак расположения к Российской империи, несмотря на то, что он задавал провокационные вопросы, которые, кстати, Путин в целом знал. Один из самых популярных вопросов. Путин на интервью настоящий или двойник? Путин на интервью. Здравствуйте. Здравствуйте, королева жезлов. Что вы хотите мне сказать? Путин на интервью настоящий или двойник? Кто-то Путина ведет, да, за веревочки. Женщина какая-то. Женщина, красная королева, это королева Лилит, королева дьяволов. Одна из тех женщин, кто управляет этим миром. Почитайте, пожалуйста, кто такая Лилит. Несет мужское достоинство, мужской половой орган, да. Во-первых, Путин однозначно управляем, а двойник это или настоящий Путин? Дьявол, карта обмана. То, что было, уже не вернешь. И король-то голый, да, хочется сказать. Их много, двойников. Что-то новое. Аж 2 карты, да? 2 раза перешли в новую жизнь. Поменяли. Несколько раз поменяли уже двойников. Двойников много, и им всем очень нелегко. И всем очень тяжело. Все запрограммированные, разум у всех отсутствует свой собственный, да? Поменяли уже очень много двойников. Да, смена власти. А Путина настоящего нет, я хочу вам сказать, да? Зайдите на мой закрытый канал. Узнаете все. Интересно очень. А вообще это был двойник, и тут говорится даже о том, что несколько раз меняли, несколько раз переснимали кадры с несколькими двойниками, с разными. Интересно. Запрограммированные люди в маске. Люди в маске. Маски шоу. Следующий вопрос. Красная нить на руке Такера уж больно напоминает нить, которую носят каббалисты. А каббала, напоминаю, что это религиозное, мистическое, оккультное течение в талмудическом иудаизме. Итак, красная нить на руке Такера Карлсона. Это нить каббалиста? Красная нить на руке Такера Карлсона. Это нить каббалиста? Да. 2 положительные карты. 2 яркие положительные карты. Туз пентаклей и 20-й старший аркан Страшный суд. Его кто-то призвал, да? Призвал кто-то в это сообщество после подписания темного договора. Ну, конечно, иерофант. Еще бы. Священнослужитель, католический священник, каббалисты, все они там, да? Все, кто из Ватикана, все, кто из Китая, Си Цзиньпинь и так далее и тому подобное. Все правители этого мира, которые глобалисты поставили на верхушку. Да, он является каббалистом. А точно такую же нить носят двойники Путина. Являются ли двойники Путина каббалистами? Я не хочу говорить, что Путин, потому что, ну, в целом его нет. Являются ли двойники Путина каббалистами? Носят ли они точно такую же нить? Естественно, карты Страшного суда, как вы хотели. Их всех держат в узде, да? Эмоциональная карта королевы кубков. Карты тех людей, кто сам подписал и согласился, да, кто сам идет с кубком, кто сам идет с эмоциями. 20-й старший аркан Страшный суд. А иначе никак нельзя, потому что все люди, кто стоят под глобалистами, они все сатанисты и каббалисты. Будем по минимуму отвечать, прям несколько карт вытягивать, потому что у меня прям от этого расклада, если честно, не очень хорошо, друзья мои, правда, клянусь. Ни один расклад еще не вызывал такой шум в ушах, если честно. Во время интервью оператор в основном брал Путина и Такера крупным планом. Однако был и общий план. Когда показывали общий план, сторона Путина, где он сидит, была темного цвета, а сторона Такера светлого. Что это означает? Или это просто игра света такая? Не думаю, что это просто так. Свечка вообще вся потекла у меня. Хотя свечи очень такие крепкие, воск такой, да, хороший. Не текут обычно, но прям на этом раскладе прям все перевернулось с ног на голову. Итак, почему свет на интервью Такера Карлсона и Путина на Путине был темный, то есть падал, да, темный свет, а на Такере светлый? Это что-то обозначает вообще? Я сейчас представила просто эту картину прямо перед собой, прямо перед глазами у меня, да? Что это обозначает? Игра света или это специально сделано? Будет много смертей, а потом будет мир. Будет тяжело, будет много смертей, потом будет мир ненадолго. Начало какой-то новой войны?
который будет идти от России. Это не ядерный взрыв. До ядерного еще далеко, но он будет от России. С новым президентом, не с Путиным. Начало какой-то новой войны, либо начало второй волны мобилизации. Либо снова начинаем заново. Там, где гибнут люди. Ага. 2 пятерки управляемые карты, карты нищих духом людей. А потом будет мир. Но мир только по нашему разрешению. То есть Россия здесь, да, победит. Темная сторона отсылает к тому, что будет еще смерти со стороны России, да? Россия устроит это. Да, Россия это устроит с каким-то своим союзником. Либо это касается Украины, да, Украины я имею в виду снова какие-то бомбардировки, нападения на Украину, да, либо какая-то новая война развяжется с неким союзником. Что-то мне подсказывает, что это Китай. Очень много было про Китай сказано. Кстати, вот про Китай, да. Является ли Си Цзиньпинь одним из управляющих этого мира? Потому что в реверсивной речи, которые распознали в интервью Путина, была реверсивная речь, и там он говорил о том, что Си Цзиньпинь является одним из управляющих миром, не только Китаем, да. Действительно ли это так? Кто управляет этим миром? Китай, Ватикан, Ватикан точно, 100%, да? Управляет ли этим миром Китай? И глава Си Цзиньпинь, с которым якобы дружит Путин, да, в хороших отношениях. Итак, Си Цзиньпинь является ли управляющим? Ну, конечно, да, одним из, не самой главной фигурой, но один из управляющих этим миром является Китай. Да, смотрит на всех свысока, да? Вернее, высоко смотрит, скажем так. 2 управляющих этим миром, да, как я уже говорила, Ватикан и Китай. И это я говорила еще в своем старом раскладе. Следующий вопрос, друзья мои. Давайте так. Является ли целью глобалистов уничтожение населения России как центра проживания белых людей? Воплотят ли они свои планы в жизнь? Является ли целью глобалистов, это тоже относится к интервью так или иначе, да, потому что там было очень много завуалированных слов, если посмотреть в реверсивной речи, вы поймете, о чем речь. Является ли целью глобалистов уничтожение населения России как центра проживания белых людей? Геноцид сейчас идет, да, русских. Русских нигде не принимают, да, практически санкции, вот эти мигрантов завозят и так далее. Я абсолютно нормально отношусь к мигрантам, и я к тому, что их стало очень много, понимаете, да, о чем речь, и все меньше русских, то есть разбавляют нас как-то, да. Является ли целью глобалистов уничтожение населения России как центра проживания белых людей? Мимикрия, подстраивание под людей, карта дьявола опять выходит, да, подстраивание под людей, тем самым задел на будущее. Следят за обычными людьми, задел на будущее. Те люди, кто будет слушаться, будут жить нормально. Те люди, кто не будет слушаться, тем смерть, да, тем хана. Да, уничтожение белой расы, белого населения и смешение белой расы с мигрантами, да. Здесь об этом речь. Является ли это целью глобалистов? Да, является. Итак, друзья, следующий вопрос. Почему Путин после интервью с Такером встречался с представителями гражданского общества, евреев и религиозного общества, Берлазаром и Бородой? Цель. Связана ли эта встреча с интервью? Почему Путин после интервью с Такером встречался с Берлазаром и Бородой? Цель этой встречи и связана ли эта встреча, самое главное, с интервью? Сейчас будет последний вопрос, друзья мои. Что долго эту тему обсуждать просто невозможно, это критично для разума. Хочется сказать, что действительно нужно ставить на себя защиту перед тем, как делать такие расклады. Это очень непростые расклады, которые выматывают энергетически. Посмотрите на мою свечку. А почему Путин встречался с Берлазаром и Бородой после того, как провел интервью с Такером? Взяли как будто бы, да, его за горло. Что-то резко высказывали, он как оправдывался. Оправдывается как будто бы человек, да? Путин, я имею в виду. Двойник Путина, хорошо, давайте так. Оправдывается перед людьми. Защищается перед людьми.
а те ему что-то говорят сверху. Мгм. Да, что-то говорят сверху, и как-то вот не очень хорошо их встреча прошла, хочу сказать, да, как ушел с каким-то тяжелым сердцем. Но остался победителем в итоге, да, что-то объяснил им, как будто его за горло взяли, прижали Путина. Что-то ему сказали, ты ему вот так сказал, вот так нужно было сказать, что-то как сверху ему сказали и сказали все, до свидания. Но он все равно ушел победителем, потому что он смог людям выше объяснить. Это как будто бы люди выше, Берлазар и Борода якобы выше Путина. Вот вы знаете, Путин, ну, так как он двойник, он что-то должен был объяснить, как-то должен был отчитаться, скажем так, после этого интервью. Но встреча прошла не очень удачно. Следующий вопрос. В одном из видео Ксении Собчак после интервью Такера Карлсона с Путиным, где Ксения сравнивает Такера с Воландом, она показывает афишу, где буква М и W была похожа на букву московского метро. Является ли это предупреждением, что что-то может произойти в московском метро? Что и когда? Является ли предупреждением видео Ксении Собчак с буквами М и W? Просто так у нас ничего, друзья мои, не происходит в мире. Является ли предупреждением, что что-то произойдет в скором времени в московском метрополитене? Является ли предупреждением? Предупреждением. Предупреждаю. Пальцы сложил. Предупреждаю тебя. Пальцы сложил мудрец. Нападение, атака. Что-то со здоровьем, как какое-то убийство. И это произойдет в московском метро. Ближе к лету. Карта МАК, все не просто так. В московском метро произойдет или около московского метро, или в московском метро произойдет событие, повторяющееся практически. Кого-то убьют. Кто-то кого-то убьет. Предупреждение. Кто-то маленький убьет кого-то большого. Какой-то большой высокий чин. Может быть, тут что-то с убийством связано, друзья мои, с убийством, причинением вреда здоровью. Это будет в московском метро не так быстро, это будет ближе к лету. Это все запланировано уже давно. Это не взрыв, не теракт, это убийство. И действительно, московская буква М московского метрополитена не просто так появилась у Собчак. У Собчак тоже, ну, знаете, тот человек, который вещает специально просто так. Друзья мои, это были практически все вопросы на это интервью. Пожалуйста, задавайте вопросы, которые вы хотели бы задать. Если у вас есть вопросы по этому интервью, возможно, сделаем вторую часть. Честно, меня на вторую часть долго еще, наверное, не хватит, потому что очень эмоционально напряженный расклад. Правда, от него веет прямо какой-то печалью, и у меня жутко болит голова после него. Пожалуйста, пишите комментарии. Я надеюсь, что вы меня слышали хорошо, потому что голос сел и пропал. Друзья мои, я вас очень люблю. До новых встреч. Свечка тоже с вами прощается, потому что она полностью приуныла сегодня у нас. Друзья, у меня есть личные расклады, обряды. Мы делаем также обрядовые свечи своими руками из натурального воска. Всего доброго и до новых встреч.